Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и все неравнодушные к правде и истории. Я Валерий Табаков, практикующий юрист с более чем 40-летним стажем, кандидат технических наук, доктор философии по программированию, доцент Министерства образования и науки Украины по кафедре информационных технологий. За свою карьеру я защитил диссертацию, опубликовал множество научных статей, преподавал в вузах и неоднократно представлял интересы людей в судах. Я привык опираться исключительно на факты, документы и доказательную базу, и не на эмоциональные лозунги и манипуляции. Именно поэтому, друзья, я вынужден жестко и подробно разобрать очередную порцию лжи, которая распространяется под видом научной лекции. Сегодня речь идет о видео на YouTube-канале Александра Палия под громким и откровенно провокационным названием «Какой язык старше? Неопровержимое доказательство». Автор Александр Палий, кандидат политических наук, который в последние годы активно рядится в тогу великого историка и лингвиста. На деле это не лекция и не научный материал. Это грубая, циничная, пропагандистская агитка военного времени, наполненная полуправдами, подтасовками, сознательным искажением фактов и откровенным пренебрежением к базовым принципам сравнительного славянского языкознания. Давайте разберем этот материал максимально жестко по пунктам. Первое. Лживый главный козырь. Это Лексис Зизания 1596 года. Палий с пафосом и театральным восторгом заявляет, что первый печатный словарь украинского языка вышел якобы в 1596 году, чем в кавычках неопровержимо доказывает его древность. Это наглая и циничная подтасовка. Лексис Лаврентия Зизания – это церковнославянско-западно-русский рутенский словарь, изданный в Вильно для помощи в понимании церковнославянских текстов на местном диалекте. Это не словарь современного украинского литературного языка, это техническое пособие XVI века. Следуя такой логике Палия, любой может заявить, что английский язык, например, появился только в XIX веке после выхода Oxford Dictionary. Это не наука, представленная Палием, это интеллектуальное мошенничество. Второе. Миф о массовых заимствованиях и принижение русского языка. Палий с видимым удовольствием перечисляет слова и торжествующе заявляет, что русский якобы набрался от украинского. И это очередная откровенная ложь. Русский литературный язык имеет прямое и непрерывное происхождение от староболгарского церковнославянского языка, который был принесен учениками святых Кирилла и Мефодия и стал основой письменности всей Киевской Руси. Именно на церковнославянском создавались летописи, грамоты и богослужебные книги. Современный русский – это органичный синтез высокого церковнославянского стиля и живой великорусской народной речи. Это общепризнанный факт в мировой лингвистике. Украинский, русский и белорусский – это три ветви одного восточнославянского древа. Они начали расходиться в XIV-XV веках. Многие якобы украинские слова – это либо общеславянское наследие, либо полонизмы, проникшие через польское влияние. Палий сознательно скрывает, что русский язык тоже обогащал украинский, особенно в XIX-XX веках. Третье.
грубое смешение понятий и подмена истории. Полей постоянно жонглирует терминами: язык Киевской Руси, западнорусский язык, современный украинский литературный язык XIX-XX веков. Все сваливается в одну кучу, чтобы создать иллюзию украинского превосходства. Это не просто ошибка, это сознательная манипуляция. Настоящая наука давно установила: 3 восточнославянских языка примерно одного возраста, как отдельные идиомы. Ни один не старше другого в абсолютном смысле. Но Полий не ищет правду, он ищет способ унизить русский язык и тех, кто на нем говорит. И вот что самое опасное. Это направленность видео на дискриминацию русскоговорящих граждан Украины. Видео Полия направлено не просто на прославление украинского, оно целенаправленно формирует у зрителей презрение и ненависть к русскому языку и, как следствие, к миллионам русскоговорящих граждан Украины, к тем, кто говорит по-русски дома, в семье, на работе. Под видом исторической лекции Полий фактически оправдывает языковую дискриминацию, политику вытеснения русского языка и создания атмосферы враждебности по отношению к соотечественникам, для которых русский родной. Это не просвещение, это идеологическая подготовка к дальнейшему разделению украинского общества по языковому признаку. Как юрист я прямо квалифицирую такие действия, как способствующие разжиганию межнациональной и языковой вражды на территории Украины. И как человек с юридическим образованием и многолетней практикой я заявляю: подобные лекции не просто вводят в заблуждение, они представляют собой целенаправленное распространение недостоверной информации в условиях военного положения, что наносит вред общественному согласию и конституционным принципам равенства граждан независимо от языка. Это не наука, это токсичная пропаганда, которая сеет языковой шовинизм и пытается превратить языковой вопрос в оружие внутреннего раскола. Видео Александра Полия, кандидата политических наук, это не исторический материал, а низкопробная политическая агитка, полная лжи, манипуляций и откровенной ненависти к русскому языку. Русский язык имеет древнее, благородное происхождение от староболгарского церковнославянского языка, языка просвещения Киевской Руси. Украинский язык тоже прекрасен и самобытен, но возвеличивать один за счет принижения другого и дискриминации миллионов граждан – это путь в пропасть. Я призываю всех включать критическое мышление. Не верьте громким словам, неопровержимые доказательства. Проверяйте факты, читайте настоящих ученых Шахматова, Трубецкого, современных академических лингвистов. Истина не нуждается в истерике и унижении других. Если вы тоже считаете, что правда важнее пропаганды, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим разбором. Я готов и дальше жестко разбирать подобный псевдонаучный мусор с уважением и твердой позицией в защиту фактов и равенства граждан. Валерий Табаков, кандидат технических наук, доктор философии по программированию, доцент МОН Украины по кафедре информационных технологий, практикующий юрист. Подписывайтесь. Критическое мышление – наше главное оружие против любой лжи.